очень неприятно удивляет, что Израиль очень грязная страна. Я не знаю, почему так происходит, но 90% всего мусора от религиозных. Ладно, вы засрали всю страну там, да, посмотрите по обочинам, что творится. У нас город засран, весь собачьим дерьмом. Мать вашу. Вы что, дебилы? Детские площадки это вообще что-то. Почему-то на нашей детской площадке всегда разбитое стекло. Никому нельзя верить. Вот это очень расстраивает. И я вспоминаю Сахнут, который нам говорил: пожалуйста, приезжайте, вы нам так нужны. Работа, учеба, все. Я нужен на заводе. Гайки крутить. Значит, что я могу сказать про израильское строительство? В Израиле нет ни одной прямой стены. Нигде. Привет! В этом выпуске реальная история нового репатрианта, который переехал в Израиль 2 года назад вместе с семьей. Он расскажет нам, с чем ему пришлось столкнуться, как его дочку травили в израильской школе, как его самого разводили в автосервисах на десятки тысяч шекелей, как кидают на деньги новых репатриантов на работах в Израиле, пользуясь тем, что они не знают язык и законы, и про то, о чем многие молчат. Например, грязь на улицах, в парках, на пляжах, вдоль дорог. Да, она просто везде. И как инструктор по вождению целый год тянул с экзаменами, беря деньги каждую неделю. Это будет честный разговор о том, что обычно остается за кадром у многих местных блогеров. Израиль далеко не сказка. В нашей стране есть и минусы, и плюсы. И когда мы говорим только о плюсах, минусы остаются минусами. А я считаю, что очень важно говорить о минусах, чтобы они в конечном итоге становились плюсами. Чтобы что-то происходило, чтобы что-то менялось. Чтобы что-то менялось в лучшую сторону. Если вы собираетесь репатриироваться в Израиль, послушайте эту историю до конца, возможно, она поможет вам избежать чужих ошибок на своем пути. Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты, откуда. Меня зовут Александр, я из Москвы, репатриировался 2 с небольшим года назад с семьей, с 2 детьми на тот момент, плюс 3-го ребенка мы родили уже в Израиле, и еще старшая дочь, которая заканчивала институт в Москве, через полгода к нам присоединилась. Живем в Хадере, дети учатся в школе, я работаю, жена не работает, сидит дома с мелкой. Расскажи про свой переезд в Израиль. Ничего необычного не было, ну, кроме того, что нам все время говорили, что мы вас так ждем, вы, значит, новые репатрианты, там, с несколькими высшими образованиями. Вы такие классные, мы вас так ждем, Израиль вас так нуждается, скорее приезжайте. И ты как бы приезжаешь, и ты тут, в общем, не очень кому-то нужен, ну, если только на завод. На заводах люди очень нужны. Постоянно, текучка страшная. Пожалуйста, приезжайте все, на заводах места всем хватит. Вот. Но они, правда, не говорят о том, что на зарплату заводскую выжить, мягко говоря, невозможно. Но работа есть, да. В Израиле безработицы я не наблюдаю. Расскажи, как прошел ваш первый день в Израиле. О, первый день в Израиле, это прекрасно. Мы приехали в субботу. Ну, с пятницы на субботу переночевали, суббота, все закрыто. Ну, нас встречали родственники, положили нам в холодильник еды, огромное им спасибо, прекрасные люди. Они здесь давно, с 87-го года, у них все хорошо. То есть они вам сняли квартиру как бы? Нет, это их дом, где жила мама, значит, родственника. И она там, за какое-то время до нашего приезда отошла. Вот, и да. Куда, в магазин? В магазин. Туда. И дом стоял пустой какое-то время. Может, полгода, может, год, может, полтора, ну, какое-то время. Дом не новый, полдома дуплекс. С особенностями, как бы люди, которые в нем жили, тоже были с особенностями. Мы его 3 месяца чистили. То есть там были комнаты, в которые нельзя было зайти, потому что там были вещи разные, много всяких. В общем, там как-то они нам очистили какое-то пространство, чтобы мы могли заехать, там спальные места подготовили. Еще раз огромное им спасибо. Мы до сих пор живем в этом доме. Мы приехали, суббота прошла, и в воскресенье в Йом Ришон мы поехали, собственно, куда нам надо? Нам надо открыть счет в банке, нам надо в Клиту и в больничную кассу. Вот. Мы живем на отшибе Хадеры, и мы по Google картам посмотрели, как нам доехать до Клиты, значит, сели в автобус и едем. Ну, понятно, что у нас нет ничего, наши российские карты не работают, наличные у нас есть, нам их выдали в аэропорту, но мы не знаем, где покупать билеты. То есть мы подошли к водителю, спросили, можно ли купить билет, он сказал,
Ну, в общем, едем. Едем. Заходит контролер. Подходит к нам, мы говорим, чувак, сорян. Ну, мы говорим на английском. Мы не говорим на иврите, мы говорим на русском и на английском. Контролер на английском не говорил. Тут неожиданно выяснилось, что полавтобуса говорит на русском, хотя ничто не предвещало. И ему всем автобусам объясняют, что люди первый день в стране. Они едут в Калиту, они едут оформлять. У нас с собой Таудат-Оле. Все, больше у нас ничего нет. Вот он берет у нас Таудат-Оле, значит, там, смотрит на него, что-то там в планшетике в своем тыкает. Все это происходит, ну, я не знаю, минут 10-15, вот этот весь диалог там всего автобуса и контролера. Ну, и в конце концов, как мы понимаем, он нам говорит, все, окей, ладно, ну, просто выходите. Ну, просто выходим и там еще пешком идем до Калиты, по жаре, не знаю сколько, неважно. Делаем все свои дела, открываем счет в банке. Ну, там, открываем счет в банке тоже занятно, то есть мы заходим в один банк, нас, в принципе, все игнорируют, и, ну, мы не понимаем, как там, взять очередь, как, кому подойти, что сказать. Выходим, заходим в другой банк, там с нами даже просто никто разговаривать не стал, на нас просто смотрели как на пустое место, то есть ты к одному подходишь, к другому, на тебя смотрят как на идиота просто, ну, не отвечают тебе. Вот. Потом мы зашли в Леуми, привет, Леуми, хороший банк, и там человек на входе, он хотя бы нам сказал, что, ребята, ну, как бы надо записаться, но я вас давайте запишу там через 2 часа, вот есть время, через 2 часа придете, как бы все. Мы записались, и таким образом нам удалось открыть счет в первый день. Но и как записываться в банк новому репатрианту, да? Ты не говоришь на иврите, они не очень хотят говорить на английском. На русском, как я сейчас понимаю, можно там висеть на трубке 2 часа, ждать, пока тебя соединят с русскоязычным оператором. А могут и не соединить. Там человек может взять трубку, сказать, что он лёми дабер русит. Из какого хрена вообще его соединили. Ну, вы все знаете, как это происходит. Так а чем закончилась та история? Подожди, она еще не закончилась. Где-то полгода, может быть, больше прошло. Приходит письмо на почту, ну, приходит конверт. Я открываю этот конверт, там, значит, письмо. И там написано, что, дорогой Александр, ты не заплатил штраф, а потом ты не заплатил штраф, когда он удвоился, а потом ты не заплатил штраф, когда он утроился, а теперь с тебя что-то там 650 шекелей. Будь любезен, или, ну, все, или тебе конец. Ну, вот прям тебе конец. Там так и написано. Мы, адвокаты израильские, тебя последний раз предупреждаем. Если ты нам сейчас не заплатишь, тебе конец. Я думаю, блин, кажется, придется платить. Ну, я пытаюсь что-то. У нас есть координаторы в Хадере при Клите. Давайте кому-то хотя бы напишем, куда-то позвоним. Там Министерство транспорта, ЕГИ, адвокатам этим в конце концов. Ну, опишемся. В пустоту. В черноту, вот просто в вакуум все, как бы все. Ничего, ни ответов, никто ничего, не отвечает, не разговаривает, ничего. В общем, я заплатил 650 шекелей, поставил галочку, списал в убытке, живем дальше. Через 2 недели приходит второе письмо на жену. Еще 650. Будьте любезны, вы не оплатили штраф. То же самое, все от тех же адвокатов, теми же словами, имя другое просто стоит. Вот. А какой был изначальный штраф? А какой штраф за автобус? 150? Ну, что-то такое. Ну, там, не 650. Заплатили, списали в убытки. Первый день в Израиле. Что за убытки вы списали? Из семейного бюджета. Убытки. Спасибо, что взял деньгами. Какое общее отношение вы ощущаете к новым репатриантам? Если есть возможность, нового репатрианта обманывают. Ему не договаривают. Ему не рассказывают всего. Ну, например, очень много программ же существует, да, что ты там, тебе там биток Леуми что-то может доплачивать, там эти могут что-то доплачивать, те что-то могут доплачивать. И это надо как бы ходить и оформлять. Это надо узнать сначала, а кто тебе об этом рассказывает. Мне никто об этом не рассказывает. Но это не только проблема репатриантов, это проблема всех граждан. Насколько я знаю, так нехорошо говорить местное население, но там старослужащие, они некоторым образом осведомлены об этих делах, о всяких там дотациях, там. Я же нет, я вот один раз попытался податься на какое-то пособие, но я работаю один, жена не работает, ну и там у нас доход на члена семьи, да, то есть я, жена, 3 детей, он как бы там, по израильским меркам низкий. И я попытался податься в Битуах Леуми на какую-то там дотацию. Вот. У меня есть машина, ну, потому что без машины с такой семьей совсем невозможно. И у меня есть мотороллер. Старый мотороллер, 30 лет ему.
Вот. Мне прислал письмо, что, чувак, ты богатый, у тебя 2 транспортных средства в собственности, пошел ты, в общем, нафиг, а не пособие тебе. Типа пособие тем, у кого 2 транспортных средства, не положат. А они не написали, что нужно для того, чтобы получить пособие? Нет, не написали, просто сказали, иди нафиг. Расскажи, как твоя дочка сдавала на права. Ей посоветовали учителя на работе. Она, значит, взяла учителя и начала ездить. А сколько ей лет? Ей 24 года. Они начали ездить. Они ездят. Полгода ездят. 6 месяцев ездят, 7 месяцев ездят. Я у нее как, каждую неделю. Я у нее периодически спрашиваю: Катерина, а что происходит там? Ну, вот мы ездим. Ну, он говорит, что там, значит, еще там, надо поработать. Надо поработать. 107 шекелей занятия. В пятницу она встает, идет, едет, возвращается. Но, насколько я знаю, там положено то ли 24, то ли 27 занятий всего курс должен быть. Что-то такое. По-моему, 24. Вот, в году недель 51, по-моему. Ну, даже если учесть, что кто-то уезжал в отпуск и что-то они пропустили, ну, в общем, ну, не год это должно занимать. Ну, совсем не год. А может быть, ученик какой-то не такой? Не думаю. Не думаю. Но она не похожа на человека, который там не способен. Через там, год не способен есть. Ну, нет. Ну, как бы, ну, такое. Вообще даже на экзамен не предлагал выйти? Нет, ездим. Как бы молча, ничего, никаких комментариев, просто ездим. Вот ездим. Вот и время как бы уже... Они начали в июне или в июле, и где-то я к концу апреля, к маю забеспокоился, я говорю, что происходит? Как бы... Ну, мы ездим. Я говорю, а он что-то говорит вообще? Ну, как бы комментарии какие-то есть, что ты там плохо ездишь, там хорошо ездишь, что происходит? Да нет. Как бы просто ездим. Я говорю, слушай, ну это как бы ненормально. Ну, так не должно быть, просто. Я говорю, дай мне, пожалуйста, его телефон. Ну, она такой человек, что она... Не конфликтный? Не конфликтная, да. Они, ну, миллениалы, они вообще такие, они очень... Я наблюдаю за молодыми людьми, я понимаю, что, в принципе, это поколение такое. Они очень неконфликтные, они как бы, их все устраивает. То есть, вот. А меня прям, я прям злюсь. Ну, это нечестно. Ну, нехорошо. Ну, что ты там, да, 170 шекелей в неделю, ну, зачем так делать? Вот, и я говорю, дай мне его телефон. И она такая, да ладно. И, значит, там приходит еще там через пару недель. Ну вот я ему сказала, что типа, что так долго? И он, значит, сказал, что он назначит мне экзамен. Вот, то есть мне не пришлось ему звонить, слава богу. А то бы я ему сказал много приятного. А надо было просто сказать, что ли, или что? Да. Так просто учитель не назначает экзамены? Он, может быть, решил еще поучить там подольше, понимаешь? И она сдала экзамен с первого раза. Такой пассивный доход неплохой, правда? С первого раза, понимаешь? Если бы у нее были проблемы, она бы его не сдала. Получается, учитель просто обманывал вас? Ну, получается так. Ну, это к вопросу о новых репатриантах и людях, которые тут давно. Вот какие-то такие вещи, понимаешь? Казалось бы. Ну, мелочь. Но, Давай поговорим о поиске работы и изучении иврита. как мы искали работу без знания иврита? Как я уже говорил ранее, в Израиле безработицы нет. Если ты хочешь работать, ты будешь работать. Мы приехали, я месяц как бы пожил. Первый месяц, когда ты приходишь в магазин, а у меня шуферсаль через дорогу. Ты приходишь в шуферсаль, у тебя волосы шевелятся на голове, потому что там, не знаю, упаковка хлеба стоит как 5 килограмм мяса в Москве на тот момент. Условно шучу, не надо к этому цепляться. А у тебя только корзина. Значит, надо добавить, что мы уехали без подушки, потому что там, после 2014 года весь мой бизнес в России некоторым образом накрылся, и я, в общем, с 2014 года в режиме выживания находился. То есть накопления все ушли, там, вот купили квартиру мы, и все, как бы, накоплений нет. Ну, не в таком объеме, чтобы приехать в Израиль и жить тут, да, безбедно. Вот, поэтому через месяц я понял, что моя корзина, которую мне платят, она стремительно тает, и мне надо идти на работу. Вот, поэтому жена в парикмахерской нашла мне работу, значит... Извиняюсь, а жена вообще как бы не подразумевала, что она пойдет работать? Нет, она пойдет работать, но она пока с мелкой.
а мелкая, ей еще нет 2 лет. Я не очень понимаю, как ребенка отдавать в сад в таком возрасте. Плюс в израильский сад, где за ним, в принципе, не очень смотрят. А это известный факт. Давайте поспорим. Плюс, ну, как бы до государственного сада мы еще не доросли, до частного сада у нас денег нет. То есть вопрос в том, что если она пойдет работать, условно, куда, абы куда, это будет минималка. Ну, по большому счету. Потому что по ее специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы, она здесь неприменима. Так как тебе жена помогла найти работу? Жена, в общем, пошла в парикмахерскую, и там женщины... Что муж делает? Ну, типа, вот работу ищет. Ну, вот есть работа. И я попал на стройку. С электриками мы тянули эти хашмали, ценоры по потолку. Школу строили в Рамадгане. Ну, там километры этих ценор. Я с патишоном в руках, потолок сверлишь. Короче, кайф. Во. Супер вообще. Весь в бетоне. И как бы 39 шекелей в час. Ну, вроде как бы даже и нормально, не минималка. А я уже типа опытный, я такой типа, а за дорогу платишь? Я такой, да. Я как, работаем. Моя первая работа в Израиле. В 5:40 он меня забирал. Ну, он живет рядом в соседнем доме. В 5:40 он меня забирал. Полседьмого мы были уже в Рамадгане. Приезжали, полчаса сидели, пили кофе. В 7 выходили и тянули эти ценоры, ну, электрика, короче. Вот, там сейчас придется материться, но это цитата. Значит, у меня было собеседование на работу. Мне, значит, дали телефон, я звоню, говорю, здравствуйте, вот работа. Да. Я говорю, ну, ты долбоеб. Я говорю, нет. Инструмент в руках держал? Я говорю, да. Принят. Вот так я начал работать. Ну и в режиме ты в 5 встаешь, в 5:40 он тебя подбирает, вы едете, ты там работаешь в этой школе, ракеты летают. Ну, прикольно. Сколько, получается, ты часов работал? Ну, сколько часов? Там где-нибудь там 2:30 все устали, ну, ему лень, он где-то там 2:30, в 3 говорит, ну, поехали. Ну, все собрались, ну, как бы сели, он же возит. Я как бы не отслеживал, я карточки не пробивал. Он мне сказал, я все считаю, мое дело работать. Ну, я новый репатриант, я откуда знаю? Что мне надо считать? Я отсюда и до обеда работаю. Вот мне сказали, отсюда тяни, и все, я погнал. Там, или мамат, или там, ну, короче, могу фото показать, вставишь потом. В России я всю жизнь работал в офисах головой, понимаешь? И я руками, я в принципе, ну, как бы я не долбоеб, и в принципе у меня руки из того места растут, откуда надо. Я ими не работал, потому что вот этим больше зарабатываешься в России, во всяком случае. Как бы нужды не было. Ну и все, как я как бы работаю месяц, и мне приходит зарплата 6400. Не мой вопрос, повисает в воздухе. Я понимаю, что меня где-то поимели. Но где? Вопрос залу, где меня поимели? Давайте ответим все. Ну, по моим подсчетам, там, если бы он считал дорогу, там под 8 должно было получаться. Ну, хотя бы. Даже с 39 в час. Но он решил ее не считать, я так понимаю. Я с ним просто, А ты получил, ты уж Москву, типа, зарплатную ведомость? А он мне сказал, типа, зайди, забери тлуш, и я сказал, засунь его себе куда-нибудь подальше и иди нахер. И, в общем, с тех пор с этим человеком я больше не общался. Вот, ну, через месяц, опять же, по знакомству меня порекомендовали в Нагарию, которая занимается изготовлением и установкой мебели. Я занимался вот почти год установками шкафов, кухонь, там, ну, как бы дорогая работа. Там я был в очень дорогих домах, богатых домах. В Израиле, там, Тель-Авив, Кесария, Зихрон, где мы только не были, там, в Реховоте, там, виллы застраивали этими шкафами с цельного дерева. Не будем сейчас в это погружаться. Значит, что я могу сказать про израильское строительство? Я был в очень дорогих квартирах, домах, пентхаусах. Ты установив там не один, и не два, и не три шкафа, и кухни, и подвесные, и какие хочешь, и куда хочешь, я могу констатировать, в Израиле нет ни одной прямой стены. Нигде. Как установщик мебели говорю. Вот люди умудряются даже гипсокартон криво. Ну, как бы гипсокартон для того, чтобы стену выровнять. Да? Гивес. Мы понимаем, да, о чем речь? Он на профиля ставится, и он выравнивает стены. Но нет. Они обязательно сделают юбочку к низу. К плинтусу. Всегда. Это, ну, вот так должно быть. Поэтому первый инструмент установщика мебели, знаешь какой? Зубило и молоток. Мы сбиваем стены, чтобы в нишу какую-нибудь запихнуть шкаф.
У меня был забавный диалог, значит, мы работаем на объекте, северный Тель-Авив, квартира, там, я не знаю, $3 миллиона, наверное. Там мрамор итальянский, там, Бенген Олufsen, там, ну, короче. И нам надо в нишу вот колонку такую вставить, там, от пола до потолка. Вот мы ее собрали, привезли, ее надо прям вот вдвинуть туда, засунуть. И она не лезет. И каблан ходит. Мы говорим, чувак, ну как бы она не лезет, у тебя стена кривая, тут там вот видишь. Он говорит, у меня тут такой человек работал. Вы, короче, ему в подметке все не годитесь. Это у вас шкаф кривой. Занавес. Все. Как бы аргументация, уровень бог. У вас кривой шкаф. Понимаешь? У нас шкаф по уровню лазерному выставляется, у нас он кривой. Но мы ему говорим, окей, у нас кривой шкаф, но есть нюанс. Мы не можем зубилом и молотком сбить шкаф. Шкаф нет, стену можем. Поэтому мы сейчас будем сбивать стену. Потому что мы задвинем шкаф, видно не будет. Но ты должен понимать, что у нас, да, у нас кривой шкаф. Ну, мы рукожопы. Но он сказал, да, у вас кривой шкаф. И это там один из миллиона там приключений. Там меня тоже обманули. Он мне долго там рассказывал, значит, я тоже пришел туда на 39. Ездили, но там, правда, дорогу оплачивают. Потом я говорю, ну, как бы уже можно и повысить. И мне повысили там что-то 42. И он мне прям, шеф рассказывал, что, ну, на этой работе ты там, ну, как бы больше 45, ну, нет, столько не платят в Израиле, ты столько не, нет. Невозможно. Больше 45 вот за эту работу ты никогда нигде не получишь. Нигде. Я от него ушел как бы на работу не установщика, а вот в самой Нагорье, там, я не знаю, за малярами платы там чистить, понимаешь? Мне сразу сходу дали 50. Сходу вот так вот, на. И где ты сейчас работаешь? Сейчас я работаю уже в третьей Нагорье. То есть ты работаешь с деревом? Давай скажем так, я работаю с деревом. Я, на самом деле работаю с МДФом, с фанерой, с сэндвичем и вот. То, из чего делают мебель в Израиле. Можешь примерно сказать, сколько ты получаешь, чтобы вот мы представили, сколько нужно получать отцу с 4 детьми в Израиле, да, который один работает в семье, вот, чтобы представили немного. Ну мы живем где-то в среднем от 10,5 до 12 я зарабатываю чистыми. Но я пока налоги не плачу, как новый репатриант. И этого не хватает. Удалось ли найти что-то по своей специальности из страны исхода, с которой ты приехал? Какая у тебя специальность? У меня специальность специалист по импорту-экспорту. Причем я специалист широкого профиля, я занимался электроникой и так называемый FMCG, это товар повседневного спроса, и овощи, фрукты, а вообще я много лет занимался мясосырьем. Я умею находить и покупать и привозить мясо со всего мира, какой хочешь. А вот расскажи, как ты искал по своей специальности, получилось ли что-то найти, расскажи об этом. А как я здесь искал? Здесь LinkedIn работает. У меня на LinkedIn там аккаунт, не знаю, 20 лет. Ну, условно, сколько ему там, этому LinkedIn. Я его завел еще там в те времена, connection, да, между... я людей со всего мира знаю, и меня знают. Как бы. У меня есть некое имя там на мясном рынке в мире. Сейчас уже, наверное, нет. Друзья, меня зовут Мясной Трейдер. Звали. LinkedIn я заполняю, значит, там обновляю резюме, начинаю раскидывать. Там, есть как бы тут большие импортеры, Израиль много импортирует мясо. Я в магазинах на полках вижу, там, идешь, там, завод, лежит там мясо, да, я могу взять телефон и позвонить на этот завод менеджеру, сказать, там, Родриго, привет, там, вот, вижу твое мясо в Израиле. Знаю всех. Вот, я начинаю раскидывать резюме, и мне перезванивают. Мне прям перезванивают, говорят, привет, получили твое резюме, круто, супер. А вот это умеешь? Я говорю, да. А вот это, да. А вот это, я говорю, да. А вот там столько денег тебя устроит в месяц? Я говорю, да. Ну все, круто, погнали. А что с ивритом? Я говорю, 0. Прости, в следующий раз. И так было где-то 3 или 4 раза. После этого я перестал рассылать резюме ввиду бесперспективности. При том, что для этой работы мне иврит не нужен, она идет на английском. Да, ты там с бразильцами на иврите не общаешься.
Ну, наверное, справляются. Вот. Ну, я как бы умею не только мясо, я умею там и овощи, фрукты, и сыры, и масло, и там, да что хочешь. Да, ну, опыт такой, ну, опыт там 25 лет в импорте, понимаешь? И мне что скажи, я тебе найду, что хочешь, где хочешь, и привезу, и договорюсь, еще там выбью, и с претензиями поработаю, и неважно. Ну, работу явно грею. А с ивритом я закончил алиф. Я могу в магазине попросить положить мне килограмм сыра в 3 разных пакета. Это все. Расскажи, как проходило обучение в Ульпане. Я пошел в частный ульпан, потому что я работаю до 5. А государственный ульпан, он, по-моему, то ли с 4, то ли с 5. В общем, надо на час раньше уходить. У нас был парень, раньше работал, то он уходил там в 4 или полчетвертого с работы, и ему это было неудобно, потому что он получал меньше денег. И шефу это было неудобно, потому что, ну, как бы, вот этот лахац постоянный у нас в бизнесе, то есть, ну, надо работать. То есть ты прям в 7 приходишь и до 5 фигачишь как подорванный. То есть никто не сидит там без перекуров, работаем. Поэтому я пошел в частный ульпан, который начинается в 6. То есть я в 5 закончил, там, да, переоделся, сел на мопед, поехал в Уракиву, в ульпан. Там 3 часа позанимался, понял примерно ничего. Приехал домой, упал, в 6 встал, пошел на работу. Из всей нашей группы нас осталось 5 человек по итогу. Ну, те, кто по ваучеру. Те, кто за свои, они отвалились там все в первые 2 месяца, не поняли, что это бесперспективное занятие. И там... А ты за свои, получается, или по ваучеру? Нет, я по ваучеру. А не сдал экзамен ни один. 0. Сдачи экзамена. 0. То есть мы сдали экзамен, прошло пару месяцев, я пишу этому владельцу ульпана, я говорю, а что, где результаты? Вот, и он там в общую группу пишет, ну и типа этот позор, типа даже показывать не буду. Вот, хотя, казалось бы, ну это, наверное, вопрос не совсем к нам, а, наверное, к вам как преподавателям, да, и к программе, к вашей. Где-то через 1,5 месяца преподавательница перешла на иврит на занятиях, и я перестал понимать вообще что-либо. Вот, она сказала, ну вы уже должны понимать. Ну, так поинтересовались, с чего бы мы вдруг начали. Я только-только читать научился буквы, а я уже должен на иврите понимать, там, ну, наверное. Ну, методика такая, наверное. Ну, в общем, иврит отсутствует. Ну, вот реально отсутствует. То есть, когда люди на улице подходят, я не понимаю, что они хотят. И мне постоянно кто-то, ну, я еще получил права на мальгизу здесь. Я же мальгизан еще. Грузовики приезжают и привозят материалы, я их выгружаю, там, расставляю. И вот, и периодически, ну, они со мной там на иврите пытаются разговаривать. Я понимаю там отдельные слова, там вверх, вниз, лево, право, я не знаю, стой, иди, ну и все. Это не язык. А вот на своей вот этой столярке, как ты говоришь, на горе, вы там на каком языке говорите? А мы все по-русски там разговариваем, там владельцы русскоязычные. А вот не возникает желания пойти в ивритоговорящую среду работать? Есть. Желание есть, и есть желание выучить язык, но есть нюанс. Я сейчас не найду сходу те же деньги, которые я сейчас получаю. Ну, понимаешь, пока я работаю один, я очень ограничен в своих, как бы, вариантах поиска и прочего. Вот. Когда жена пойдет работать, я надеюсь, станет полегче. И тогда уже можно будет думать, уже можно будет на пару лет там спуститься на условную минималку, и появится больше времени для изучения языка, может, я не так буду уставать. Сейчас у меня есть желание только там лицом в подушку упасть, когда я прихожу с работы. Вот, у меня маленький ребенок, семья, я должен там съездить в магазин, там что-то приготовить еще иногда. Ну, в общем, некогда. Расскажи про роды в Израиле и как они проходили. Да, мы приехали беременные, мы приехали в конце марта, а рожать нам в августе. Мы сторонники естественных родов. Мы 2 детей в Москве рожали дома. Да, под присмотром, естественно, со своими акушерками. Просто говорю, ну, для многих это шок. Здесь это есть. Мы приехали, жена говорит, я буду искать акушерку, потому что моя акушерка осталась там, она не приедет, будем искать здесь. Нашли. Съездили, познакомились. Типа Доулу или кого? Акушерку. Доула – это не акушерка.
Доула – это помощница, а акушерка – это акушерка. Доула посоветовала акушерку. Все через Инстаграм. Нашли акушерку. В Кесарии, кстати. Надо было сразу насторожиться. Съездили, познакомились, нормальная тетка, израильтянка, не русскоговорящая. А почему насторожиться? Ну, там только богатые живут. Кесария это же там. Это почти как Герцлия, только Кесария. Все, да, давайте будем, значит, рожать. Что-то там, сколько-то тысяч. То ли 5, то ли 7. Ну, как бы немало для нас, но ну, у них так, возможно, здесь это столько стоит, мы не знаем, окей. А вы проверяли другие варианты? Я в это стараюсь не лезть, старался. Жена, да, как бы это ее. Ей рожать, она этим занимается. Мое дело как бы там принять и потом кормить 30 лет и там дать образование. Все. Ну и быть отцом. А что касается самих родов, это как бы не ко мне. Мы приезжаем, знакомимся, все, будем рожать, и как бы время идет, у них какой-то диалог там, и что-то там какой-то не стафилококк или стафилококк, какие-то анализы, короче, что-то вот из горла, в общем, что-то там какое-то, что-то вот не то. Ну, неправильный какой-то анализ. С этим можно рожать, но это как бы есть некие какие-то там не опасения, но что-то они насторожились там, в общем. Жена, акушерка, она взяла предоплату. То ли 3000, то ли 4. Ну, мы же будем рожать, предоплата, все. Она время нам зарезервировала, все. И что-то там, что-то у жены находят, не смертельное, но неприятное. С этим надо что-то делать. Она, значит, ставит акушерку в известность и так как-то начинает давать заднюю. А вот если что, то это будут проблемы, а давайте-ка вы лучше не со мной, что-то туда-сюда. И мы ее вроде как убеждаем, да ладно, ну ничего. И она вроде как бы, ну да, потом, ну нет, что-то туда-сюда. И все это приходит к тому, что, ну окей, давайте не будем рожать с вами. То ли она говорит, я с вами не буду, то ли жена говорит, ну давайте не будем. И мы говорим, ну окей, ну да, типа, ну давайте бабки назад. Это нет. Как нет? Ну типа, нет. И тут я как бы, я в какой-то момент, мне приходится выходить на сцену, а я, я вырос в 90-е, в рабочем районе, таком не самом благополучном. У меня забрало падает очень быстро. Мне как бы жена все время предъявляла, что я очень жестко могу с людьми разговаривать. Я как бы вежливо разговариваю, но людям очень некомфортно в этот момент. Они прям, им не нравится. Я говорю, дай-ка мне телефончик. Мне же говорит, я не дам тебе телефон. Я знаю, чем это закончится. И, короче, происходит какой-то диалог, меня не пускают туда. Она говорит, ну ладно, я верну там типа половину. Так и быть. То есть 2000 она зажала, короче. 3000, половина, 1500. Не-не-не, она точно, у нее осталось 2. Она нам вернула то ли 2, то ли 1600, что-то такое. По-моему, 1600 она нам вернула. 3600 был платеж. Я сейчас не помню. Но 2 у нее осталось точно. Просто вот как бы из-за того, что она дала заднюю. Понимаешь? Это тоже вот один из первых опытов. А вы удостоверение проверяли вообще? Я бумаги не смотрел. Я жене в этом вопросе доверяю. Если она сказала, вот с этой рожаем, значит, с этой рожаем. Ну хорошо, а что было дальше? А дальше Доула говорит, у нас в Наарие отличная больница с супер родильным отделением. Прям вот я там, говорит, рожаю постоянно со всеми. Там прям, давайте съездим посмотрим. Мы такие, давайте. У нас Гель-Эль-Яффа вот под боком. Но мы едем в Наарию. Если взять карту Израиля и так наложить ее на карту России, то вот мы в Хадере, а Наария это примерно Хабаровск. Так. Да? То есть едем рожать в Хабаровск. Приезжаем, там больница, нас прям встречает, человек специально выделяет, водит по родильному отделению. Вот палата естественных родов с ванной, с мячиками, отдельная, кровать, кресло для папы. Все, мы здесь все будем рожать. Ванну, на мячике, висеть, как хочешь. Супер, бесплатно. Жена воодушевлена, говорит, прекрасно, замечательно. Доулу пустим, папу пустим, будем здесь рожать. Все, будем рожать. Наступает день родов, ночь родов, где-то
не знаю, 12 ночи жена меня, значит. Поехали. А третьи роды, они сильно быстрее первых и вторых. То есть, ну, чем больше родов, тем, как бы, это называется стремительный род. В общем, короче, мы приезжаем, а ехать из Хадеры на Илью, ну, больше часа. Вот, и мы приезжаем в больницу на раскрытии, там, уже рожаем. Соответственно, мы не попадаем ни в какую палату естественных родов. Нас по регламенту везут в родовое отделение, на стул. И мы там рожаем, как положено. Как все. А зачем тогда это? Протокол. Раскрытие шейки матки, ребенок уже выходит, а все, уже она как бы. А в этой комнате когда тогда рожают? А там, когда ты там приезжаешь, у тебя там только-только начались схватки, маленькое раскрытие, ты там расслабляешься. Это до Потуг. Мы приехали уже в Потуге. Она уже в машине почти родила, короче. Получается, как вас бы туда поставили, если бы вы приехали раньше? Если бы мы приехали заранее, но никто же не ожидал, что от момента начала схватки... Там рожают. Туда приходит врач и рожают там. Но мы рожали в палате родильного отделения. Некоторым образом у врачей есть протоколы. А никто никаких УЗИ, КТ и прочего не делает, когда роженица приезжает. У жены, у нее там строение таза некоторым образом своеобразное. А мы это проходили на первых 2 детях. Дети там в какой-то момент застревают головой, ну там, в общем, ступенька. Там, врачи, не ругайтесь, я не специалист. Им надо просто дать отдохнуть. То есть по протоколам, например, почему мы не рожали в российских роддомах? Потому что по протоколу, если ребенок застревает, у тебя вот там голова показывается, он застревает, и он начинает давить или щипцами вынимать. Это прямо ребенка могут покалечить. А мы этого сильно не хотим. А здесь не то же самое? Именно. Поэтому в роддоме не то чтобы, я сейчас скажу, приходилось отгонять. Ну нет, но пару раз пришлось жестко сказать, что нет. Она сама. А давайте мы стимулируем. Русскоязычные приходят женщины, врачи, ну, давно в Израиле, но русскоязычные. У них протоколы. О, все, давайте, мы сейчас. Я говорю, нет, тут нет, там нет. Понимаешь, они начинают давить в какой-то момент. Ну, сам знаешь, ну, давить психологически. Я сейчас не помню, но не предлагали щипцы, не предлагали там конкретно выдавливать ребенка из живота. Ну, что-то там стимулировать предлагали, что-то как бы начинать что-то делать. В общем, она лежит на кровати, значит, один акушер, второй акушер, врач приходит, уходит, одна пришла, вторая пришла, что-то они там между собой переговариваются на иврите, чтобы я не понимал. Доула здесь же. Значит, я там доула держит жену за руку, я пытаюсь держать жену за руку, она меня шлет. Ну, нормальная ситуация. И ребенок не выходит, ну, не рожается. Как бы, оп, потуги прекращаются, она ложится на бок, а ребенок все, ему нормально. Он там как-то занял позицию и отдыхает. Эти начинают напрягаться. А ты вообще что там делал? Что, я там оказываю моральную поддержку жене. Она оценила твою поддержку? Ну, потом сказала, что да, но мне так не казалось в тот момент. Это нормально. Ей как бы больно, понимаешь, ей еще там какой-то придурок там лезет, там руку подержать, да пошел ты нафиг, все понятно. Ну, мы как бы не первого ребенка вместе рожаем. А вот если бы тебя там не было, тогда было бы плохо. Я был бы виноват еще сильнее. И тут Дола говорит, а у меня же стульчик есть. Жена говорит, о, давай. Значит, такой стульчик, представь себе стульчак от унитаза на ножках. Вот он вот так вот ставится, на него сажается роженица, и ребенок рожается вниз под силой тяготения. Выпадает. Нормальное дело, не? Тема нормальная, но есть нюанс. Значит, мою дочь поймали в 2 сантиметрах от пола, потому что она сделала так. Плум. Ее акушерка поймала просто. Потому что там не было ни матраса, ничего. Причем акушерка израильская, другая уже пришла израильтянка, она сказала, что она такого вообще никогда не видела. Она видела этот стул первый раз в жизни. А что, так можно было, сказала она. Так, понимаешь? У меня есть фото. У меня есть фото, реально 3 фотки, и вот ребенка ловят вот на таком расстоянии от пола. Это был бы швах. И мы еще 2 дня или 3 в этом роддоме. Слушай, ну, отдельная палата. У меня кушеточка, у нее кроватка. Ходишь в столовую, кушаешь.
жене приносишь, шведский стол, кормят. Единственное неудобство, это они каждые полчаса врываются и говорят, дайте мы заберем ребенка, дайте мы заберем ребенка, мы его проверим. Она не ест, а у нее ушки, а у нее глаз, она орет. А что она орет? Ну, не-не-не, никаких претензий. Это протоколы, все понятно, так у них тут заведено, так положено, они заботятся. К родильной системе Израиля ни одной претензии. Что вас приятно удивило в родах в Израиле? Нас ничего не разочаровало, точно нет никакого негатива. Вот я не могу сказать, что меня что-то неприятно удивило во всей этой истории. А вот можешь ли ты как-то сравнить роды здесь и роды в стране исхода? Здесь тебя слышат. Если ты сказал нет, то они, не будут. Или они будут уговаривать. Но в России я слышал, я сам не видел, мне рассказывали, что могут силой давить, вынимать. Там жестче все. Там у тебя как бы особо права голоса нет. Я так слышал. Ну, сам не рожал, конечно. Я там не рожал, жена там не рожала в учреждениях, рожали дома. Привет, меня зовут Алексей Шенкер, и я автор этого канала, где я рассказываю реальные истории репатриантов в Израиле, поднимаю острые социальные темы и даю голос тем, кого часто не слышно. Мой проект – это не просто видеоблог, это пространство, где говорят правду, разбирают сложные, но важные темы, делятся опытом, вдохновляют и предостерегают, поддерживают новых репатриантов и помогают адаптироваться. Моя цель – создать медийную площадку, которая будет искренней, глубокой и полезной. Если вы так же, как и я, чувствуете, что этот канал важен, станьте его частью. Ваша поддержка – это прямой вклад в независимость и силу этого канала. Нажмите «Спонсировать», чтобы правда продолжала звучать. Давай поговорим про детские площадки. Расскажи, что тебя больше всего шокировало в плане чистоты в Израиле. У тебя в каком-то видео уже говорил человек про это, что очень неприятно удивляет, что Израиль очень грязная страна. Очень неприятно удивляет. Это одно из самых больших разочарований. Вот у вас прямо сейчас, вот прямо здесь чисто, но вот там сейчас был детский праздник, мы можем туда сходить и посмотреть, что они там вокруг себя оставили. Вон, я вижу, валяется бутылка. Вон пакеты валяются. Понимаешь, что происходит на море в шаббат, я думаю, тебе рассказывать не надо. А что там происходит? Происходят обертки, пластиковые стаканчики, они не убирают за собой. Они это даже в мусорку не относят. Вот сидят люди, вот они собрались и ушли, а у них как вот они вот пили, ели, вот контейнеры, одноразовые тарелки, стаканчики, оно вот прям вот так и остается на пляже. И мы ходим, это все убираем. Я не могу прийти на пляж и вот в этом всем ходить. Я понимаю, что это все смывается в море. Блин, ребята, это ваша страна, как? Это пляж. Ладно, вы засрали всю страну там, да, посмотрите по обочинам, что творится. А это арабы. Да ладно, но это не только арабы, это везде. Ну сколько раз мы видим, да, стаканы из окон. Вот так вот, из машин. Но я не могу из каждой машины бегать и кидать ему обратно. Там. Ну, периодически я это делаю, когда на мопеде еду, но как бы не хватает времени просто. Пляжи, детские площадки – это вообще что-то. Почему-то на нашей детской площадке всегда разбитое стекло. Всегда. Обязательно. Именно на детской площадке. И собачьи экскременты. У меня такое ощущение, что хозяева собак специально водят их на детскую площадку гадить. Хотя рядом много газонов. Вообще, насколько я знаю, тут большие штрафы. Но у нас город, вот город засран конкретно. Весь собачьим дерьмом. Проблема в том, что тебе штрафы дают только если тебя за руку поймали. Ты идешь с собакой, она сделала свои дела, и тебя вот в моменте поймали. Что ты не достал пакет. Что ты не убрал. Ну, а некое чувство там самосознания, гордости, что у тебя чисто, оно отсутствует. Это вот этот вот восточный менталитет. Я вот видел, идет парень с девушкой и собакой, да? Собака сделала свои дела, девушка достает пакет, говорит, сейчас я уберу. А парень ей говорит, да зачем? Для чего? Битое стекло на детских площадках, собачье дерьмо, и гуляют дети. Дети постоянно что-то едят. Какие-то пакетики, какие-то бамбы, какие-то бисли, какие-то что. В основном это религиозные дети. Почему-то, я не знаю, почему так происходит, но 90% всего мусора от религиозных. Я это наблюдал лично, жена мне постоянно рассказывает, что если на площадку пришли религиозные дети, 1, 2, 10, неважно, они вот едят и вот тут же кидают. Пьют, тут же кидают под ноги. Родители сидят на лавках, никаких замечаний им никто никогда не делает. Всегда. Если ты пришел вечером в субботу на детскую площадку, мы не ходим вечером в субботу на детскую площадку. Там невозможно находиться. Там засрано ковром.
горки засранные, они там кока-колу льют, там, я не знаю, там вот. Я видел как-то детский праздник религиозный, значит, купили 8 коробок пиц, значит, вся горка была в пицце, вся площадка была в пицце, они швырялись, кидались, и они ушли, и это все так и осталось вот на лавке, вокруг, бутылки, стаканы, вот прям как было, так и осталось. Вот жена моя ходила, убирала. А зачем она убирала? Она не, мы не можем на это смотреть, понимаешь? Ну, я не могу, она не может. Ну, мы такие люди, мы убираем. Но ведь можно же не мусорить, но нет. Как, по вашему мнению, можно решить эту проблему? Мне кажется, надо работать с детских садов и со школ, объяснять детям, что это неприемлемо, ну, гадить себе под ноги, потому что родители этим не занимаются. Родители им ничего не объясняют. Родители ведут себя так же. Их, наверное, так воспитали, я не знаю. Я другого не вижу, но это как-то надо, я не знаю, вводить специальный предмет, может быть, в школе, в детском саду. Иначе, ну, как бы, все только хуже будет. Давай поговорим про буллинг в израильской школе. Расскажи, с какими трудностями столкнулись ваши дети? Дети столкнулись с трудностями, значит, у нас старший сын и дочь. На тот момент, когда мы приехали, сыну было 12, дочери 8, кажется. Соответственно, они пошли в школу, в начальную оба попали. Районная школа с музыкальным уклоном. Сын, он у нас такой, он крупный мальчик, и он еще попал, так как на год назад, он там сильно в классе больше всех, его вообще не трогали. Ну, так, я так понимаю, боятся, его до сих пор боятся, он здоровый, реально, он выше меня. Сейчас ему 14, он там 1,90 м уже, 46 размер ноги, он такой здоровый парень, он плавает, но это я сейчас отдельно расскажу. Вот, а мелкая, она попала там во второй, по-моему, класс израильский. Ну и вроде как бы нормально. Потом она, значит, ой, я не пойду в школу. Я не хочу в школу. Ой, а можно я дома останусь? Там, Маша, что происходит? Ну, ничего, все нормально. Не, Маш, ну как бы, это ненормально, что происходит? Ну, там меня, значит, девочки там обижают. А что, как тебя обижают девочки? Ну, там слово за слово выясняется, что, ну, они могут окружить и там начать на иврите ей что-то говорить. Ну, прям так взять в кольцо. Она говорит, я не понимаю. Ну, типа, она нас не волнует, ты должна понимать. Ну, как-то вот так. Это некомфортно ей очень было. Могут подойти, взять какие-то там из сумки вещи и не отдавать. Ну, там, ластики, карандаши, ручки, там, тетрадки, там, пенальчики какие-то. Ну, а пару раз был такой, что она приносила какие-то игрушки, там девочка какая-то просила поиграть и не возвращала. Ну, типа, а я не брала. Потом, значит, мальчик какой-то включился, тоже стал ее доставать. Но мы так и не поняли, то ли это был буллинг, то ли он как бы оказывал ей знаки внимания таким образом. Но она прям сильно до него жаловалась, то есть он прям проходу ей не давал. Он говорит, ну хоть за мной, там нависает надо мной, там тоже берет мои предметы, там уходит, уносит. Еще был случай, значит, ну ее там девочки доставали, она в какой-то момент она там прям, ну, пожаловалась, что как бы уже тяжело, что она не вывозит. И жена написала в общий родительский чат, что как бы вот такая-то, такая-то, такая-то девочка достают мою дочь, пожалуйста, родители, поговорите со своими дочерьми, чтобы они этого не делали. И разверзлись какие-то неимоверные врата, был дикий скандал. Значит, родители писали, что да как ты смеешь вообще наших дочерей тут прилюдно вообще называть имена. Наши дети ангелочки, они такого не могли себе позволить никогда. А если что, то ты как бы должна написать это приватно, мы все решим. Во-первых, откуда мы знаем? У нас как бы это по-другому. Во-вторых, ну а какого хрена они достают нашу дочь, да? Ну, как бы у нас принято там написать, что там, ребята, поговорите со своими детьми, чтобы они прекратили. Как бы это нормально. Здесь это ненормально. Значит, учительница. А вот зачем ты так сделала, так не делается. Потом дочери прилетело, значит, мальчик кидался партами в классе. Партами. Мальчик эфиоп. Его на перемене какие-то старшие, по словам дочери, назвали черным. Он очень расстроился, пришел в класс и начал кидаться партами. А в кого он кидал партами? Во всех. И моей дочке прилетело партой нормально так. И она там не хотела ходить в школу, там что-то недели 2, она говорит, я боюсь.
В принципе, атмосфера на уроках, по ее словам, ну, мягко говоря, не учебная. То есть они ведут себя очень странно, дети. А есть еще русские в классе? Есть, значит, была такая же девочка, как наша, они дружили, она вот в том январе, в этом январе они уехали. Они не потянули Израиль, они уехали обратно. Они не справились. А есть две девочки, которые здесь родились, которые типа говорят на иврите, но все равно в классе считаются отверженными, такими же, как моя. Они отверженные, да, с ними не общаются. А как у нее с ивритом? Иврит уже у нее, тьфу-тьфу-тьфу, она говорит, я уже могу говорить, я понимаю, что мне говорят, но мы мы не общаемся с той частью класса, мы общаемся, вот их трое осталось, и они такие, знаешь, на положении отверженных, вот прям они вне коллектива. С ней как бы никто не дружит, да? Нет. А как школа реагирует на травлю? Значит, как реагирует школа? К школе нет никаких претензий, потому что, когда Маша перестала ходить в школу, в какой-то момент позвонила ее классная руководительница моей жене, спросила, что происходит. Почему Маша не ходит в школу? Жена говорит, ну, Машу булят. Учитель сказал, да, нифига себе. Типа, ну-ка, мы сейчас займемся. И позвонила завуч и пригласила жену на разговор. И жена сходила. И они очень живо как бы вот такие, а что, а кто, а как, а мы примем меры, ай-яй-яй, никак, не такое не должно быть. Они прям, вот жена говорит, к ним вообще никаких претензий, они очень стараются. А по факту как-то это помогло? Ну, я так понимаю, что они поговорили сами с родителями детей, потому что, ну, Маша говорит, типа, поменьше стало. Прям поменьше стало, плюс она начала иврит получше понимать. А школа молодец, школа старается. Ну и ты знаешь, в этом году мы как бы перевели ее в другую школу. Посмотрим. Ну вот сейчас она в сентябре пойдет в другую школу. А, сейчас каникулы, правильно? Сейчас каникулы, она с 1 сентября пойдет в демократическую школу Хадеры, где, говорят, вообще, ну как бы, она другая эта школа. Там по-другому. Посмотрим. Если что-то изменится, я тебе обязательно скажу. Надеюсь, что-то изменится только в лучшую сторону. Какие отличия ты можешь выделить между израильской и постсоветской школьной системой? Ну, здесь другое образование, оно на данный момент меня, если честно, ставит в тупик, как вот все эти дети, которые на уроках орут и кидаются партами, потом вырастают в людей, которые там что-то там хай-тек и прочее. Мне пока непонятно, как это происходит, на каком этапе. То ли они в старшей школе меняются, то ли... Но я вижу детей, которые, там, подростков, которые ездят в автобусе или ходят по улицам, они мне не кажутся людьми, будущими там стартаперами, в общем, в Хадере, во всяком случае, я не знаю. Я их, правда, и на фабриках не вижу. Не знаю, куда они испаряются потом. Насколько я понимаю, высшее образование здесь сильно не для всех, и оно дорогое, и тяжелое, и сложное. Вот, но будем посмотреть. А вот твой сын, получается, в старшей школе, правильно? Мой сын не в старшей школе, мой сын в средней школе, но мой сын поступил в Мафет, если ты знаешь, что это такое. Это типа элитные классы, правильно? Это в 90-х годах репатрианты из Советского Союза математики и физики создали такую систему. Это физмат-классы, сильные, физическо-математические. Туда надо поступать. У меня сын хорош в математике. Он занимался с репетитором еще дома. И это было тоже странно. Мы запрыгнули в последний момент в эту дверь, потому что к вопросу о том, что новый репатриант знает и что ему рассказывают. В последний день записи в эту математическую школу учительница моего сына из началки сказала нам, что есть такая возможность. В последний день. Там, не знаю, за час до закрытия. Я звоню замдиректора этой школы, понимаешь, и говорю, у нас мальчик, у него есть рекомендация, что он как бы, мы хотели бы написать тест, разговор на английском. И он мне что-то такое, типа, почему в последний момент мест нет, типа, отстаньте от меня, что вы хотите. Ну, как бы так. Вот, и как-то, я не помню как, но мы договорились, что он придет на тест. Он пошел, написал тест на 98 баллов из 100, и после этого теста мы пошли к этому же замдиректора на собеседование всей семьей, и он посмотрел его табель, он посмотрел его тест, и что меня удивило, чувак, кстати, тоже замдиректора школы, диссонанс, у него сережка в ухе и майка с Бэнкси, там, с граффити, да, такой, у нас такое невозможно.
И он, обращаясь не к нам, а к сыну, говорит, что мы бы очень хотели, чтобы ты стал нашим студентом. Пожалуйста, приходи к нам учиться. Он, да, он решает. Вот, и вот он год проучился, он очень доволен, прям, и учительница. Ну, мы там ходили пару раз, там, как эти, родительские собрания в Израиле как проходят. Знаешь? Не знаешь? Ты приходишь к учительнице один на один, не при всех. Каждому родителю отдельно. Это лучше или хуже, по-твоему? Я думаю, что это лучше. Это правильно. Ну, Это хорошо. индивидуально. Это индивидуально, это правильно. Я не знаю, что она говорит другим, но мы были там 2 или 3 раза, и все, что она нам говорила про нашего сына, это слово «он удивительный». Он удивительный. Друзья, хочу от души порекомендовать вам сервис автоподбора Семен Шифрин и партнеры. Семен человек, который точно знает, как важна репутация, особенно в нашей непростой израильской жизни. Его команда помогла уже не сотням, а, наверное, тысячам репатриантам найти надежные автомобили. Если вы зайдете в Facebook и напишите «Семен Шифрин» в поиске, то вы найдете море благодарных отзывов от людей, которых он не подвел. Если вы хотите купить авто и быть уверенным в его состоянии, смело обращайтесь к Семену, он знает свое дело. А сейчас Семен коротко расскажет про гарантию, которую он предоставляет на свои услуги. Добрый день, поговорим о гарантии. Мы не даем гарантию на автомобиль, тем более на гарантию на автомобиль старый, давать там 20-летний, ну нет никакого смысла. Но мы даем гарантию на проверку. То есть то, что автомобиль проверенный в настоящий момент, даже если машина там 2002 года или 95-го, неважно. Мы проверили и рассказали про автомобиль, что и будет с ним. На сам автомобиль таких возрастов, как там 10 лет, 15 лет, понятно, что мы не можем давать никакую гарантию, потому что завтра может порваться трубка, перегореть лампочка, выйти из строя генератор и так далее, и так далее. На что мы даем гарантию? На машины стоимостью от 65 тысяч шекелей, которые не старше 5-6 лет. Все это обсуждается по конкретному автомобилю. Мы не даем гарантии на электрическую часть и на сцепление роботизированных коробок передач. Самое основное, чтобы было понятно, что даже если произошел случай, то есть машина поломалась и так далее, и это даже не наша вина, то мы в любом случае всегда с человеком на связи и продолжаем с ним какие-то действия. Мы показываем всегда, куда можно обратиться, где это сделать, сами в этом участвуем. В любом случае для нас важно докопаться до истины. Если это ошибка наша, нашего подборщика, нашего специалиста, моя конкретно, тогда да, мы за нее будем отвечать. И для этого мы еще раз сами себя перепроверим. Давай поговорим про твою машину и как тебя обманывали в автосервисах. Мы приехали, семья, значит, ожидаем рождения 3-го ребенка, скоро подъедет 4-й, нужна большая машина. Ну, у нас всегда были 7-местные машины. У нас еще собака была дома большая. Нужна машина. Мне советуют, значит, там общие знакомые, вот есть там подборщик, значит, там помогает машину подбирать. Это был Семен Шифрин? Нет. Другой какой-то автоподборщик? Другой, да, ну там вот Хороший или не очень? хороший, вот такой, отличный. Тоже давно в стране, говорит на иврите, в машинах понимает, молодец, молодец. Все, я связываюсь, я говорю, давай машину мне подбирать, давай. Ну и там в какой-то момент он мне, значит, звонит, говорит, все, вот машина, поедем смотреть. Ну, думаю, окей, все, нормально. Едем, покупаем машину, значит, мне, это очень забавно, мне ее как бы подборщик продает. То есть он мне рассказывает, какая она офигенная, как все классно, значит. Там, ну, я, окей, там, мы ее заводим, я на ней катаюсь, какие-то там звуки из вентилятора, не все это нормально, ну все нормально. Я говорю, окей, да, я отдаю 23 тысячи, все, у меня есть машина. По привычке российской я ее сразу загоняю в сервис, который мне опять же советуют люди, которые здесь давно. Ну, у меня тут там появились друзья-приятели. А изначально ты не заезжал в сервис до покупки? Нет, потому что подборщик ее должен как бы всю проверить. И подборщик говорит, я проверил, машина окей. Я ее покупаю и везу в сервис, потому что, ну, понятно, что там подтекает клапанная крышка, это как бы для Израиля стандартная ситуация. Плюс там что-нибудь надо еще сделать, ну, масло, фильтра поменять, понятно, да, там, тормоза проверить в круг, ну, это расходненько. А так в целом все окей. Вот, я загоняю в сервис, мне меняют прокладку клапанной крышки, там тарелки, колодки. И говорят, что вентилятор надо менять, потому что он как бы, ну, не работает в Израиле, где система охлаждения должна быть исправна. Я говорю, ну, окей.
мы меняем вентилятор, все, это то, 5-10, я сразу отдаю там 1003 или 3,5, я не помню. Ну и как бы я понимаю, что некие вложения в машину должны быть. Я как бы ее купил, я в нее вложил, все, я езжу. И я езжу чуть меньше года на машине, все нормально, вот прям все нормально. Приходит время следующего ТО. Масло, фильтра. Я, опять же, по какой-то рекомендации еду в сервис русскоговорящий. В тот же сервис или в другой? Другой. Ну, тот мне не понравился. Там друзы. Я с ними не могу разговаривать. Они не говорят на английском, я не говорю на иврите. Тяжело общаться. Я по российской своей привычке привык загонять машину в сервис. Говорит, проверить все. Вот от и до. Проверьте. Дайте мне список неисправностей. Что срочно, что потом. И я там, прикинув бюджет, постепенно за какое-то время там приведу машину в идеальное состояние, да, ну я там не могу сразу 15 тысяч отдать за все, там срочно вот это, вот это, вот это, остальное ездит, там через 2 месяца мы приехали, сделали вот это, ну так это работает, мне кажется, это так правильно, так логично. В общем, приходит время следующего ТО, я еду в сервис по рекомендации, приезжаю, мне, значит, меняют масло, фильтра, говорят, у тебя течет радиатор, хотя я под машиной никогда пятен не наблюдал. Ну, может, я плохо смотрел. Вот, я не знаю. Надо менять радиатор. Я говорю, ну, надо менять, значит, меняем радиатор. Все. Меняем радиатор. Меняем радиатор. Плюс 2000 ТО налом. Без чека, без всего. Налом. Ну, что ты будешь платить этот, там, НДС, там, 18%. Зачем? Давай налом. Все нормально. Как бы, ну, свои ж все, как бы. А что? Я, ну, окей. Ну, я не знаю, как у вас тут принято, понимаешь? Ну, мне сказали, вот хороший сервис. Я там приезжаю, мне говорят, ну, все, делаем, там, хочешь сэкономить? Я говорю, конечно, хочу. Ну, давай налог. Я говорю, тут нормально? Да, нормально. Меняют радиатор, я уезжаю. Это было в том году, в апреле. Ко мне родители должны были прилететь. Прилетают родители. Я утром выхожу, чтобы ехать в аэропорт. И я почему-то решил проверить уровень антифриза. Ну, вот, потому что новый радиатор, может, ушло, может, долить. Что-то меняет. Я открываю бачок антифриза, там масло в бачке с антифризом. Это говорит о том, что или пробита прокладка блока, или... Ну, в общем, это плохо. Это очень плохо. Масла в антифризе быть не должно. На машине ехать нельзя, да еще в аэропорт и обратно. И вот я звоню в сервис, я говорю, тут это как бы... Ну, привози. Я, значит, еду в сервис вместо аэропорта, приезжаю, он говорит, ну, это масло из коробки. А как оно туда попало? Само. Что-то там произошло. И что? Ну, типа, оставляй, будем делать. Мне некогда, я, в общем... Уезжаю за родителями. На следующий день уже звоню в сервис. Ну, что? Значит, пробило радиатор коробки. Есть радиатор двигателя, а есть радиатор кулер коробки. Он отдельно стоит, отдельно прямо на коробку радиатор. Вот его пробило, масло пошло, значит, или пробило, или там прокладки, я сейчас уже точно не помню. Но, короче, сейчас мы все, значит, систему промоем. Новый радиатор коробки закажем, поставим, все промоем, все, короче, сделаем, поставим, установим. 3000. Ну, налом, конечно, зачем тебе вот это вот все? Ну, все, отдал. Я как бы работаю один. У меня биткоинов нету. 3000, да, пожалуйста, 3000. Сделали. Я... Приезжаю, забираю машину, и мне надо ехать в Тверь. Да, в общем, в Твери отдают бесплатные матрасы для детей. У детей дети спят на продавленных диванах старых, я им хочу сделать кровати, и, в общем, отдают 2 матраса новых, но в Твери. Я сажусь в машину, еду в Тверь. Ну, по московским меркам, блин, съездить в Тверь, я не знаю, это у меня там родители жены вот на таком расстоянии в Москве живут, да, вот мы на юго-западе живем, они на севере жили. То есть я так каждый день мог ездить туда-обратно, никаких проблем. Вот, я еду в Тверь, забираю матрас, возвращаюсь домой, и на подъезде к дому у меня, значит, рвет там какую-то трубку и выливается весь антифриз. Ну, вот прям, вот так. И я просто во дворе у себя, все, недвижимость. Я звоню в сервис, говорю, ребята, что-то как-то, ну вот, смотрите, трубку, ее там прям разорвало, прям так. А я говорю, да, ну приезжай, что сделаем. Тут я понимаю, что что-то не то. Ну вот что-то не то с этим сервисом. Я звоню, значит, этому своему приятелю. Я говорю, у тебя есть сервис проверенный? Он говорит, да, есть сервис, я там все машины свои делал и делаю. Значит, ивритоговорящий израильский сервис. Я говорю, супер, давай туда, можно?
договорись? Да, все. Мы туда приезжаем, он как бы переводчиком, мой товарищ. Я ему говорю, пожалуйста, скажи людям проверить систему охлаждения полностью, всю. Сказать, что надо поменять все, чтобы машина была на ходу и ездила. В общем, машина там застревает на месяц. Ну, просто мне никто не звонит. Я как бы звоню своему товарищу, прошу звонить туда. Он то ли им не звонит, то ли звонит, они его кормят завтраками, чего-то там. Запчасти нет, мы заказали, ее нет. То ли они просто не занимаются. Я месяц без машины. Ну, я уже как бы там скандалил. Я уже звонил, говорю, там, Миша, ну, позвони, ну, как бы, скажи, что за хрень-то вообще, ну, вообще, что происходит нафиг? Машина готова. Мы приезжаем, я забираю машину, а дочке надо было в больницу. Я отвожу дочку в больницу, и из больницы мне надо было доехать до работы, дело в пятницу. Общий пробег километров 15. Я приезжаю на работу, выхожу из машины и понимаю, что у меня из машины вот так вот течет. Причем у меня течет зеленый антифриз, а в машине должен быть красный антифриз, а течет зеленый. Мне падает забрало, я звоню, значит, своему приятелю Михаилу, я говорю, Миша, а можешь позвонить, пожалуйста, в сервис и попросить их прислать эвакуатор, потому что машина не сделана. Он говорит, да, сейчас, все. Прошла неделя, я понимаю, что мне никто ничего не пришлет. Я звоню постоянно своему товарищу, говорю, какого хрена, что, блин, происходит? Почему так люди делают? Ну, это их косяк. Почему зеленый антифриз? Почему трубки опять полопались? Что, блядь, заберите машину. Тишина. Вот, ну, просто. Игнор. Полный. Я, окей. Я, значит, беру свой эвакуатор, плачу за него, отвожу машину туда, отправляю. Еще что-то там пара, ну, 2-3 недели, ну, что-то в районе месяца опять. Как бы так, тишина, знаешь. Я в этот момент понимаю, что как бы я без машины. Ну, как бы, ну, мне что-то надо, мне жена говорит, в смысле, а мы вот, может, на море как бы съездим, или там на мопеде давай поедем все семьей. Я звоню этому подборщику своему, говорю, слушай, ну, как бы, давай сейчас, пока эту делают, ее сделают, мы ее продадим, а я сейчас что-нибудь куплю. Другое. Найди мне машину. И он такой, да, все, есть. И он мне находит машину, супер, во. Mazda 5 2006 года, 24 тысячи шекелей, 26. Я говорю, подожди, ну как машина 2006 года не может стоить 26 тысяч шекелей. У меня машина 2011 года, мы ее брали за 23, у нее был пробег там небольшой. А это как бы... Она в идеальном состоянии, она супер, вообще ты не представляешь, такие цены. Ты уверен? Все, едем. Мы туда приезжаем, и он мне эту машину опять продает. То есть не владелец ее продает, а он мне ее продает. Понимаешь? Ну, у человека, по-моему, прям хороший продажник. Я в этом тоже немного понимаю, он прям красавчик. Вот ему бы прям продавать снег зимой в Сибири, он бы преуспел. Он прям молодец. Вот по прошествии года сейчас я понимаю, что он, скорее всего, был в доле с хозяином. Ну, потому что она не должна столько стоить. Ну, конечно, ему платят по продаже. И он мне ее прям продает. Прям отлично продает. И я ее покупаю. И остаюсь, ну, как бы с минусом, с большим. А та не сделана. А ту не продал. А ту не продал, потому что она не на ходу. Она где-то там стоит, и как бы... Вот. И я начинаю ездить на этой Mazda 5 6-го года. Я начинаю ездить, я понимаю, что она как бы ездит, и вроде она ничего не сопливит маслом, и вроде как бы... Ну, у нее-то вот как бы тут что-то не того, вот здесь как-то не так. Ты можешь ехать, у нее может так электрика в момент такая, блум, отключиться, потом блум, включиться. Она не переключается, похоже на пятую передачу. Как бы, ну вот я давно езжу за рулем, я понимаю, что машина как бы едет, то есть ты едешь 120, она на четвертой передаче, то есть обороты явно чуть-чуть повыше, чем должны быть. Ну как бы, я ему звоню, говорю, дружище, ну как бы, да это она там просто на этом не показывает, ну, циферку не показывает, там, понимаешь? А это там, это мелочи. Там. Я понимаю, что я опять хлам какой-то купил. Ну, прям, так еще и задорого. Ну, прям задорого. И еще как бы на последнее, и еще в минус. И я начинаю не понимать, зачем я это делаю. А жена тебе ничего не говорила по этому поводу? У меня жена это верный, как бы, верный товарищ и друг. Какие бы я ни устраивал вообще выверты в своей жизни, она меня всегда поддерживает. Она мне потом, по прошествии нескольких лет, может сказать, ты как бы это...
Зачем? Я говорю, а почему ты сейчас это говоришь, а не тогда? Ну, потому что ты, значит, глава семьи, ты делаешь так, как считаешь нужным. У меня жена, мне очень повезло вторым браком, и я прям, спасибо, люблю тебя. И я ему звоню по дворчику, говорю, слушай, что-то как-то меня, давай продадим. Он говорит, ну, хорошая же машина. Я говорю, ну, как-то мне вот не легла душа. Ну, вот, не мое. Можешь? Ну, давай попробую. Ну, проходит там пару недель, мне звонит, типа, есть клиент. А сколько ты хочешь за машину? Мы ее брали за 24. Да, мы там торговались, я торговался. Подборщик отказался торговаться на покупке. Мы приезжаем, я говорю, давай торговаться, ну, как бы денег мало, ну, ты как бы говоришь на иврите, ну, поторгуйся с ним. Нет, здесь так не принято. Здесь нет. Так, ну, понимаешь? Он нам скинул 300 шекелей, из которых 200 я ему отдал за оформление сразу обратно. И я понимаю, что он был в доле. Ну не может по-другому быть. Он был в доле. И я это сейчас еще, почему понял, тоже скажу. Он, значит, говорит, есть клиент, мы приедем смотреть. Я говорю, ну, приезжайте. Он приезжает, а сколько ты хочешь? Я говорю, ну, там, я думал, там, ну, я говорю, ну, давай там, ну, 22. Ну, оно не стоит 24. Оно стоит, ну, блин, 15 ему цена. Там, у него не работают там стекла. И это что-то не работает. Тут надо делать, там надо делать, понимаешь? Ну, двигатель сухой, ну, коробка вроде работает, а по факту на пятую не переключает, понимаешь? Какие-то проблемы с электричеством. Ну, я так я не привык так. Я не люблю обманывать людей. Я людям говорю, как есть. Ну, и он что сказал? Он привез человека и продал ему эту машину. За 22. Так же, как мне. За 22. А потом мне сказал, ты дурак, надо было сказать 29, за 26 бы он ее забрал, и я бы, типа, ты бы продал за столько взял, а я бы заработал больше. Цитирую. Понял, да? Тебя обманули, что поделать. Он с меня взял опять за продажу, он с него взял опять за покупку, и он хотел с того еще поиметь еще 2 плюсом, сказав ему тупо больше. Это просто я человеку, который приехал, сказал 22. То есть изначально он тебе сказал там 24, а она стоила 19. Я не знаю. Я не знаю, сколько она стоила. Я ее купил за 24. За 23 700. И по факту мне говорил, что она первая рука, она оказалась третья рука, как потом по документам выяснилось. Ну, это было на дедушке, вот он умер, мы перевели вот на мою жену, а там вот туда-сюда, ну, короче. А как получилось, что ты снова ездишь на первой машине? Возвращаемся к первой машине. Вот мне, к сожалению, не остался контакт человека, которому ушла Mazda. Я очень ему хочу позвонить и спросить, как машина. Ну, прям, у меня плохие ощущения. Ну, блин, нехорошо, но ну, как есть. Возвращаемся к Форду. Форд продолжает стоять в сервисе. Значит, что-то там поменяли 2 термостата. Ну, я тут уже как бы понимаю, что не очень все ладно, и прошу хотя бы, дайте какие-то бумаги, хотя бы что вы сделали. То есть, окей, вы мне не даете там чеки, но вы мне дайте там, какие запчасти вы поменяли. Мне выдают такую бумагу, значит, там 2 термостата, еще какая-то трубка. Я говорю, окей, да, мы все проверили, все погоняли, ошибки скинули, туда-сюда, все ездит, все нормально. Я выезжаю из сервиса и не еду домой, а делаю круг по району. Делаю круг по району, и у меня опять лопается трубка. Я прям на заправку заезжал. Ну, и я прям вижу, температура растет. Я машину глушу, и слышу, я говорю, пок, я выхожу, у меня там опять вот так вот все. Я иду пешком в сервис, там 1-1,5 километра. Я вот так вот прихожу туда и на чистом английском языке говорю, господа, какого хрена? Что нафиг происходит? А что случилось? Я говорю, машина там на заправке, она не ездит, она опять. Я же просил поменять все трубки. Ну, я понимаю, что они старые там, да, ну, они там, ну, поменяйте все, мать вашу. Вы что, дебилы? Мы так и будем по одной менять, я буду каждый раз по 1000 вам приносить? Ну, камон. Значит, там ремонтник садится со мной на тачку, мы едем к заправке, там что-то там скотчем залепляем этот патрубок, доливаем воды, доезжаем до сервиса, я опять оставляю машину. Параллельно со всем этим, после того, как масло было в антифризе из коробки, и после того, как поменяли кулер коробки, коробка демонстрирует явные признаки умирания. То есть она дергает, она толкается, она работает некорректно. Завышает обороты, то есть коробка явно умирает. Этим рукожопом как бы просить смотреть коробку я уже не
не готов. Значит, мы меняем последнюю трубку, я забираю машину. И мне дают еще одного человека, значит, по рекомендации с работы. Коллега говорит, вот он мне делал, там был старый Peugeot, он прям так хорошо сделал, он вообще разбирается, он молодец. Я ему звоню, говорю, слушай, ну вот там рассказываю всю ситуацию. И он мне говорит, слушай, ну какие же там вот твари, а как же они так тебя, что же они так, сколько с тебя взяли там вот за это? Я говорю, 3000. Сколько? Да они охренели. Там, ну и, короче, там поливает их прям. Вот. Я говорю, ну вот, все сделаем. Вот прям все сделаем, не переживай. Ну машина у тебя, конечно, говно, но все сделаем. У меня, говорит, такая была говно, я и двигатель поменял. Ну говно машина. Ты бы ее продал, я тебе Мазду 5 одну подгоню, нормально. Там 300 тысяч пробега, хорошая машина. Я говорю, спасибо, не надо. Давай эту сделаем, это дешевле обойдется. Давай. Ну и что-то там опять неделя, две, я говорю, это как бы, а что происходит? Ну все, коробки, кранты, ну, короче, сейчас вот у меня есть тут, значит, ребята, сейчас я им отвезу, будем коробку менять. Контрактную коробку поставим, другую, новую, ну, как бы бэушную, но рабочую, прям болт-он. И все. 7,5 тысяч. Так надо, налом. Я говорю, ну, я жене говорю, слушай, ну, как бы, жена говорит, ну, ты точно понимаешь, что ты делаешь? Я говорю, ну, вроде да. Я говорю, ну, окей, давай, меняем. И он отвозит машину арабам. А он сам не меняет, что ли? Нет, это я узнаю задним числом все. Машина у него. Он мне говорит, там, типа, все, поехали, машина готова. Я говорю, куда? Ну, вот туда. И мы едем в арабскую деревню. Мы причем в сервис к арабам, в арабскую деревню. Там у нас, около Хадеры, в горах. Он говорит, я с ними работаю 20 лет, они молодцы, они мне все машины делают, там вот по коробкам. Чувак, как оказалось, просто снимает уголок в каком-то сервисе и там шаманит машинки, там ТОшечки делает. Ну вот, короче, такой механик. То есть у него своего гаража нет, как выяснилось потом. Мы приезжаем туда, он говорит, там деньги в бардачок положи, налом, все, вот положи деньги, значит, я сам рассчитаюсь. Стандарт, ну, как прям схема. Я это понимаю. Я понимаю, что он на мне заработал там 2 минимум. Ну, как сейчас понимаю, что и все 4. Вот. Мы идем по этому сервису, и он мне говорит, вот твоя старая коробка лежит. Вот твоя старая коробка лежит. Я смотрю, лежит какая-то коробка. Думаю, ну, наверное, это моя старая коробка. Мы проходим, там араб, значит, все сделали. Вот тут ошибки, но вот эти ошибки мы сделать не можем. Там у меня даже фотка есть, там, значит, как махшеф какой-то где-то там, вот его надо менять. В этот момент параллельно мне уже связали меня с нормальным подборщиком, короче, хаевским, и он мне посоветовал хороший сервис. У него такой же Galaxy. Он говорит, у меня в Хайфе есть сервис, я только туда езжу. Вот прямо ребятам я доверяю, они прямо, ну, по сравнению со всем Израилем, прям молодцы. И я уже им звоню, я говорю, ребята, у арабов машина тоже простояла месяц или полтора. Ее просто не делали, я так понимаю. Я говорю, я сейчас приеду и заберу машину, я нашел другой сервис. И вот когда я позвонил и сказал, что я сейчас заберу машину, ее там за 3 дня сделали. Оп, готово. Я выезжаю на машине и еду и понимаю, что машина работает некорректно, неправильно, не так. Она не так должна работать. Коробка не так работает. Она завышает обороты, она перегревается. Оно нет. И когда машина была исправна, коробка работала не так. До поломки она работала хуже. Сейчас она стала работать лучше, но все равно не так. Ее не доделали. Или ее неправильно соединили, ее неправильно настроили. Ну, коробка-то новая. Она так не может работать, она там все время завышает обороты, значит, она в перегреве, короче, там целая, ну, там, цепочка. Плюс этот ремонтник мне рассказывает, что тот человек, который менял мне кулер коробки, он неправильно все подсоединил там, и из-за этого все, значит, все... То есть я предполагаю, что он, наверное, и радиатор неправильно подсоединил, поэтому там все рубанулось изначально. Ну, короче, это просто ода рукожопости израильской. Ну, тут я уже плюю, договариваюсь с сервисом в Хайфе, который мне посоветовали, еду туда. Говорю, ребят, ну вот у меня есть проблемы, машина не то, не это, она все время в перегреве, все время ты приезжаешь, ставишь машину на парковку, а вентилятор молотит еще 10 минут. Они говорят, все, привози. Я привожу, и он мне звонит там через полдня, говорит, сделали. Я говорю, что вы сделали? Ну все, машину сделали. Она не перегревается, все нормально. Я говорю, а что вы сделали? Он говорит, мы поменяли термостат.
Я говорю, в смысле вы поменяли термостат? Мне его меняли 2 месяца назад, вот бумага. Он говорит, нет, тебе не меняли термостат. Он там старый стоял, он не работал. Я говорю, ну как, вот бумага, вот я заплатил. Ну, чувак, тебе не меняли термостат. Я говорю, ну окей, а коробка? Он говорит, какая коробка? Я говорю, ну коробка у меня новая, там как бы с коробкой все нормально? Он говорит, а не новая коробка. Я говорю, в смысле у меня не новая коробка? Ну как, у тебя старая коробка стоит? Ну в нее лазили, я вижу, герметик. Но она старая, она не новая. Она не другая, она от этой машины. Она. Это та же коробка. В смысле тебе меняли коробку? Я говорю, дружище, сейчас запиши мне видео, пожалуйста, на иврите, с объяснением, что это старая коробка. Он говорит, хорошо, могу показать. Он записывает видео, я его посылаю этому ремонтнику, я говорю, у меня вопросы. А где моя коробка? И он начинает сливаться. А, я не знаю, что они сделали, но они же сделали, а вот они сделали, я с ними давно работаю, они так не могли со мной поступить, но они же сделали, у тебя же все нормально. И мы ругаемся где-то 2 месяца, ну и человек просто, он как бы... И все это заканчивается тем, вот тебе телефон араба, разбирайся с ним сам. Вот, я звоню арабу, он как бы, когда ему 1 раз звонишь, он трубку берет, я прошу кого-то разговаривать, значит, с ним разговаривают, он говорит, типа, какие деньги? Что, привози машину, я сниму, что я сделал, поставлю старое, и типа, иди нафиг. И тогда там, типа, верну тебе деньги. А как ты можешь что-то снять, если ты ничего не поставил? Вот, и 2-й раз он уже трубку не берет. Все. То есть там 3 или 4 раза я пробовал, 7,5 тысяч. Какой урок ты из этого выучил? Нельзя никому верить. Вот это главный урок, и то, с чего мы начали наш разговор. К сожалению, я, как новый репатриант, я не могу никому верить здесь. Никому. У меня работал каблан, я тебе сделаю все. Вот все плохие, я хороший. Ну так такой же, как все, только взял дороже. Так же плохо сделал. И так же переделывал за ним, понимаешь? И с машиной то же самое. И я... Да где, куда ни плюнь. Никому нельзя верить. Вот это очень расстраивает. И я вспоминаю Сахнут, который нам говорил, пожалуйста, приезжайте, вы нам так нужны. Там работа, учеба, все. Я нужен на заводе. Гайки крутить. Или подметать, или что я вам там еще нужен. Вот это вам тут не нужно, вам вот это здесь нужно. Вот я этим работаю. А еще меня все это... Везде. Обманывают, но это же обман. Что тебя реально удивило в израильском автосервисе? В автосервисе меня удивил запредельный уровень рукожопости. Люди некомпетентные. Я понимаю, откуда это идет. Это идет из блочной замены. То есть что-то сломалось, меняется блоком. Да? У тебя сломалась там, я не знаю, шпилька в моторе. Меняем мотор. Регламенты такие. Вот, они окей, вы ушли из официального дилера, где, окей, я понимаю, там, да, компонентная замена, ну, ты ушел там на вольные хлеба, ну, ты как бы должен уметь такие вещи, да, ну, зачем менять мотор, когда можно менять шпильку? Например, масло в коробке. Например, масло в коробке, ну, ты как бы же должен понимать, как оно, система подключается, как она промывается, как ты можешь отдать машину человеку с неправильно подключенной, и ты не несешь за это никакой ответственности. Не, говорят, что мы не меняем масло. В Израиле, типа, не меняют масло, меняют сразу коробку. Ну, тут машины убивают. Мне рассказывали, что особенно датишные, они не меняют масло в принципе, они регламенты не соблюдают. То есть мне человек рассказывал, что он там приехал на подбор, там продают датишные какую-то маленькую машинку, там ей 3 года или 4. И я, говорит, берусь за щуп, чтобы посмотреть уровень масла, а он, говорит, у меня в руке отламывается, потому что он прикипел. Я, говорит, у них спрашиваю, а вы когда последний раз меняли масло? Они говорят, никогда. Мы его не меняли. А зачем? В коробке или в моторе? В моторе. В моторе. И как я, говорит, такую машину своему клиенту могу... Ну, они же ее продадут. И так во всем. Так во всем. Как можно поменять одну трубку, а трубка, которая рядом старая, потрескавшаяся, не поменять? Ну, ты же ее видишь. В смысле? К тому же тебя клиент попросил поменять все. Так зачем его нормально менять, если ты поедешь, у тебя сломается, и ты снова к нему вернешься? Я же не вернусь к тебе больше. Ну ты же к нему вернулся несколько раз.
Ну, потому что я надеялся на некие, как бы, гарантийные работы. Там в итоге чем закончилось? Там закончилось тем, что человек, который меня туда привел, он просто перестал брать трубку от меня, понимаешь? То есть решение проблем по-израильски. Ой, надоело, все, вычеркивай, все. Человек, которому я давал работу на протяжении года у себя в доме, человек, который мог бы заработать, ну, потому что я его рекомендую еще кому-то, да, потом пришел проект на 60 тысяч, и я туда другого каблана отвел, понимаешь, человек заработал. Ну, там, человек строил ресторан, мой знакомый, тоже репатриировался, но он с деньгами, он построил себе ресторан. Там можно было заработать. И я туда отвел другого каблана, потому что этот не берет трубку, потому что он вот из-за этого перестал со мной общаться. Вернее, я перестал с ним общаться. Там... И этот подборщик, который самый первый, когда вот эта вот вся катавасия, я его просил звонить в сервис и договариваться, что там это, то, пятое, десятое. И мое с ним общение закончилось на том, что я звоню и говорю: спроси, пожалуйста, они работают в пятницу? Я хочу завтра забрать машину. Там, вот сегодня я работаю, я не могу. Он мне звонит, говорит: машина готова, приезжай. А я на работе. Я не могу так все бросить и поехать за машиной. У меня так не работает. Я говорю: спроси, пожалуйста, они в пятницу работают? Проходит какое-то время, я ему пишу: ну что, они не работают. А я помню, что я когда-то забирал машину в пятницу. Я прошу с работы шефа позвонить. Он звонит и при мне спрашивает: вы работаете завтра? Они говорят: да. И я звоню этому подборщику и говорю: ну ты же не звонил даже. Типа, зачем ты мне говоришь, что машину можно забрать только сегодня, если ты даже не звонишь? Зачем? Ну, резон. Знаешь, что он мне сказал? Я, говорит, понимаю, почему твой товарищ тебя заблокировал. Ты душный. И на это у меня нет слов. И как бы мы вроде все тут в одной лодке, но у кого-то лодочка повыше и поуютнее. И там, а ты за свою эту каноэ еще платишь им всем, там, да? Да, они тебе только ведра туда наливают, чтобы ты это побыстрее затонул. Ну как? Ну зачем? И когда ко мне люди теперь обращаются, говорят: Саня, вот ты машину купил, там, помоги, есть подборщик. Я говорю: есть. Ну нет. А вот это. А вот этот молодец, он и с эндоскопом залезет, и гарантию несет за то, что он тебе подобрал. А это гандон какой-то, понимаешь? А про Семена Шифрина ты не слышал? Я знаю про Семена Шифрина, я видел видео с ним. А почему тогда ты к нему не обращался? Я к нему не обращался. Потому что первый подборщик мне сказал, что Семен Шифрин, оно такое. Не надо к нему обращаться. Он там не очень. Ну, я посмотрел видео, у тебя отличный мужик. Все по уму. Что ты можешь добавить про уровень сервиса в Израиле? Там я работаю в Нагорье, у нас есть станки. Там станки периодически... Что такое Нагорье? Нагорье — это столярка. Нагар, плотник. А станки периодически ломаются. У нас есть немецкий станок CNC, я оператор CNC станка. И вот там он ломается, и там есть вещи, которые мы сами не можем сделать. Ну, мы там что-то можем, что-то нет. И вызывается специальный человек, и вот они приезжают, я на них смотрю. Они приезжают, они не знают, что делать. Вот он что-то там походил, покурил, там посмотрел, проводочки там поперетыкал, там что-то там программочку поднял, ключами пожал, уехал. Станок не работает. Выписал чек на 600, по-моему. Я шефу говорю: это что? Он говорит: я не буду это платить. Я не буду за это платить. За что? Он раз приехал, два приехал, три приехал. И ничего, и станок не работает, понимаешь? Ну, ребята, камон! Если ты приехал на вызов, и у тебя не работает станок, но ты там живешь тогда около этого станка, пока он не заработает, правильно? Нет. Ну, ему домой. Он собрался, поехал. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.